Это нам поможет в карвинге, определенно, работа голеностопов. Что касается фристайла и джибинга. Самый главный вопрос, для чего изобрели балансборд? Новички, вот про вас это, если вы не катались. На лонгборде это степпинг называется, насколько я знаю, что перешагивания такие красивые. Скажи, вот резюме, что касается сноубордистов, что это, в чем это может нам помочь? А потом скажу я, как я это вижу. Всем привет, меня зовут Алексей Соболев, а это Иришка. Привет! Мы сегодня разберемся, насколько балансборд помогает сноубордистам. Вообще, для чего эту штуку изобрели, для каких видов спорта. А Иришка у нас представляет Surf Discovery. Это ребята, которые обучают серфингу. Обучаюсь серфингу уже больше 12 лет и находится в 4 странах по всему миру. А я веду как тренер предсерфовую подготовку здесь, в Москве, на балансбордах. Я вижу дофига всяких приблуд, я вижу 3 вида досок, вижу какие-то шарики, вижу какие-то штуки. Это в всяких домах престарелых, я помню, такие использовали, чтобы ноги разминать. Но теперь нам не 20 лет, друзья, нам не 20 лет и не 18. Возможно, они нам тоже пригодятся. Может быть, для поясницы? Ну-ка. О, какой кайф, блин. Надо домой купить себе такую штуку, определенно. Ты их обозначил как 2 разных. На самом деле это одно и то же. Здесь 2 ограничителя, один сверху, второй снизу. Все, я понял, это одинаковые доски, не обращаем на них внимания. Так, что дальше? Лонгборд. Вот, лонгборд. Лонгборд, балансборд. Это эксклюзивная тема. Он длиннее, он больше по площади. И, естественно, так как это лонгборд, на нем удобнее переступать, учиться вот этому шагу, который мы делаем на доске, когда мы двигаемся. О, нифига себе. Самый главный вопрос, для чего изобрели балансборд? Вот. Индоборд придумал это для серферов, для тренировки балансборда, для серфинга в межсезонье. Я знал, что эту штуку изобрели специально для серфа. Я до того, как не начал кататься на вейксерфе, я не понимал вообще, чем она помогает. Я просто думаю, блин, ребята, это дешевая штука за 3000 рублей, ее ставят, чтобы, ну, просто забалдеть. Вот мы сейчас возьмем любого человека, который не умеет на балансе стоять, он за 30 минут начнет без рук стоять сам. Что именно он тренирует, в чем именно помогает? Давай я догадку свою выскажу. Давай. Вот мы стоим, пытаемся ловить баланс, вот, я уже его поймал, чуть-чуть колени согнул. Что касается серфинга. В серфинге я понял, почему балансборд очень помогает, потому что там нужно нам вес переносить вперед-назад. И то есть я начал чуть-чуть, вот вперед понесло, назад, потом вперед, назад, вперед вес перенес, потом назад остановил, вперед, назад, потом вперед, потом назад. У меня проблема была всегда с переносом веса на переднюю ногу, что я не мог вес перенести на переднюю ногу и меня, чтобы тянуло вперед. Я, насколько понял, вот эта штука нам в этом помогает. Да, несомненно, любой тренажер баланс, любая работа с телом на баланс, она поможет. Точка. Так, монтажер, давай музычку. А еще и нижний брейк. Это вверх. Черепаха! Я к балансборду отношусь максимально скептически. Потому что для меня я залез, мне кажется, с закрытыми глазами могу все, что хочешь сделать. Покажи, какие там упражнения есть именно для серфинга. Для серфинга. И первые движения, которые мы делаем, мы наступаем на край носа и удерживаем баланс на опорной ноге. Держим прямую ось от стопы до макушки. И в этом положении, пусть даже задняя нога будет приподнята, мы ее можем контролировать, положение на передней ноге. И первое движение, которое мы опускаем коленочку вниз, поднимаем вверх, вниз и вверх. Учим держать вес на передней Да. ноге. Ребят, ну для тех, кто не знает, почему это важно в серфинге, вот это самая сложная и большая проблема. Вот, ну я не мог реально там вес перенести, потому что на сноуборде обычно ты, это ошибка на сноуборде кататься на передней ноге. То есть мы переднюю ногу используем для поворота. То есть мы вес перенесли, нас начало разворачивать, оп, мы обратно вернулись. Вес перенесли, оп, начало разворачивать, вернулись. У нас нет такого, что мы долго сидим на передней ноге. Если только какие-то трюки. Но в серфинге и в вейксерфе, то есть нам прям нужно
Вес перенесли, ждем, оп, потом можем вернуть на середину и назад. Да, да, Правильно, да? Смещение центра тяжести. Можно я покажу еще одно движение? Давай. Вот перед тем, как ты выходил вот в следующее движение, мы тренируем такое положение, когда мы стоим на двух ногах. И мы можем в этом положении приподнимать ногу, приподнимать другую, цепляться за стопу сзади. И это нам поможет движению по балансборду, который тоже тренирует баланс, тренирует смещение центра тяжести. Кроме этого, мы можем делать шаги, перешагивания и тоже ходить, продвигаться по балансборду. О, И мы нифига можем себе. продвигаться не только вперед, но и назад. Блин, так это же тренировка тупо для лонгбордистов. Ну, лонгбордисты непосредственно. И кто на лонге катается в серфе. Да. Вот это. То есть на лонгборде это степпинг называется, насколько я знаю, что перешагивания такие красивые. А на серфе, получается, на лонге, когда шагают. Давай я попробую. Гуляем просто по роллу, просто по балансировочному роллу перед тем, как выйти в это положение на доске. Мы сначала ощущаем ролл под ногами, а потом уже кладем наверх доску. Это такой секрет от тренера. Ты встанешь вот так вот и спрыгнешь вперед. Куда? Вот так. Пожалуйста. Welcome. Пожалуйста, попробуй. Так, я не понимаю, к чему это все идет. Давай. Отлично. Сделай еще разочек так, пожалуйста. Так, хочу предвосхитить ваши ожидания, друзья. Огонь! К сноуборду это не относится, потому что если мы говорим про сноуборд, у нас вес чаще всего мы делаем на плоскости, если на вес на задней ноге, плюс у нас продольная работа доски вперед, мы ее выпускаем. То есть если мы говорим про трюки на плоскости, у нас нет такого, что вес прям посередине, у нас доска щелчок не даст. А у нас наоборот, она должна отпружинить нас наверх, мы же на плоскоче едем. Но работа плеч, она как бы, можно и на месте вот так вот делать, прыгать. Упражнения на мышцы спины есть. Лежа на животе, к примеру. Сохраняя стопы вместе, мы стараемся приподнять грудную клетку и поддержать этот баланс. Естественно, предварительно мы делаем упражнения на мышцы спины. Когда мы гребем, нам грудную клетку поднимать Нужно надо. поднимать, Нужно да. поднимать и грести. Почему? Потому что если мы ее опустим, то мы утонем вниз. Будет медленнее. Это сложная херня. Если вы реально не готовы, вы сотрете свои соски. Я еще здесь на груди не натер себе. Вот эта штука реально тренирует. То есть коровые мышцы. Вот это супер, прям дико помогает. Ты еще рассказывала про какой-то элемент для лонгбордистов. Да, вот мы стоим на краешке доски сзади, и мы можем присесть, сохраняя баланс на весу, и вытянуть переднюю ножку вперед. Такой, как пистолетик. Да, я знаю эту тему, короче, лонгбордисты. Лонгбордисты такие шагают. То есть на лонгборде шагают, и потом в конце такие, оп, приседают. И ножкой трогают носик так. Да. Да, здесь как-то надо прогибаться или нет? Здесь Они можно вот обычно вот так вот. поворачиваться, да, потому что здесь на самом носу приходится удерживать баланс именно за счет смещения центра тяжести грудной клетки в отношении стоп. Что касается лонгборда, вот это прям для меня новинка. И, выглядит прям очень похоже на лонгборд. Когда мы научились шагать приставным шагом, здесь, кстати, ограничители расположены вдоль доски, и нет риска, что ролл вылетит, мы начинаем идти бочком. Это чистая история про лонгборд. Хотя, знаете, ух ты. И для сноуборда. И для сноуборда, кстати. А попробуй поднять, сохранить вес тела. Слушай, я, кажется, понял, ребят. Да, вот здесь, дави вот. на пятки, поднимай руки вверх. Вот они, голеностопчики. Работа голеностопов, ребят. Голеностопами просто такая качественная работа идет. Все, я начинаю привыкать. Вот оно. Видите угол закантовки? Я меняю за счет голеностопов. Одна из популярных ошибок на сноуборде, когда мы начинаем карвить, это отсутствие работы голеностопов. Представим, что это сноуборд, и здесь за счет голеностопов я как раз меняю угол закантовки доски. Оп, то туда, то сюда она пошла, то сюда. Задний кант, передний кант. Задний кант, передний кант. Задний кант, передний кант. Короче, эта тема, вот с точки зрения сноуборда, вот эту параллель я заметил. Но еще есть один очень красивый трюк, когда мы придерживаем баланс между стопой и рукой
и приподнимаем вторую ногу вверх. И вот это вот очень просто красиво. Еще есть один пласт трюков на балансборде. Это получается просто трюки 180, какие-то просто поворачивания доски под собой, да? Да. Сейчас Ира нам расскажет конкретные упражнения для сноубордистов. Полусферы, маленькие шары и большой шар. Мы оставляем их у, грубо говоря, у одного канта у доски. Встаем двумя стопами. Это работа, тренировка голеностоп. То же самое, что мы могли выполнять на лонгборде. И удерживаем такой баланс. Пробуем уходить в наклон. И здесь, если вы это попробовали бы, вы почувствовали очень активную работу мышц кора и плюс работу, соединяющую работу кора и голеностопного сустава. Что-то можно еще с ними сделать, что ли? Да, конечно. Мы поворачиваем плечи, разворачиваем доску. С точки зрения сноуборда, но здесь работа голеностопов максимум. То есть, когда мы едем, что-то голеностопчиками резко. И соединение с кором. Ты не можешь соединить голеностоп с кором сейчас. Ну, ты если заклон будешь делать, ты упадешь. Ну или про что-то именно. Про соединение еще с кором. Есть такие в теле анатомические поезда. Векторность соединения фасциально-мышечной ткани. Проще. Ой-ой-ой, ребята. Так, это не наш клиент. Нам нужно простыми словами. Для людей, для простых. Выполняем одно и то же движение регулярно. Нам его выполнить сложно. Допустим, если мы постоянно отжимаемся на трицепс, то развести локти в стороны нам будет выполнять это упражнение сложнее. И здесь вот можно настраивать вот упражнение так, чтобы в теле было соединение такое, которое нам поможет на сноуборде. Так, интересно. То есть это конкретно работа голеностопов на баланс, чтобы мы находились над доской, и при этом наши голеностопы работали, мы ловили этот баланс. Что касается вот этой сферы, во-первых, ребят, если мы на сноуборде через переднюю ногу, мы практически не крутимся. То есть у нас есть с вами трюки под названием нолли, они идут через переднюю ногу. Также мы можем сделать ноуз-баттер, то есть все, что у нас через ноуз идет, мы это можем делать здесь. Круто. Честно говоря, прямой взаимосвязи со сноубордом не вижу, все статично. Плюс у нас пристегнута доска к полусфере сзади. То есть я даже повернуться элементарно не могу, потому что нет зацепа. На скейте у нас есть зацеп в виде двух, например, колес. На сноуборде мы зацепляемся кантом, здесь мы не зацепляемся. То есть здесь история, я скорее всего думаю, не про вращение, больше про баланс. То есть вот эти истории можно на 180 поделать. Больше так, чтобы, скучно стало. Ну, давайте попробуем, покайфанем. Что еще расскажи? Кроме вот этих полусфер, что-то еще можно с этим придумать? Так, получается сейчас там два мячика. 2 мяча, да. 2 мяча, да? Я попробую, посмотрю. Да, пожалуйста. Это знаете, как на вейксерф встал, На воде. и тебя начало колбасить, да. Больше похоже, конечно, на воду. На сноуборде даже таких движений у нас не бывает, что мы прям такую дискотеку исполняем. Попытаемся подвести итог. Вот сейчас будет информация, которую мы не говорили до этого. Дополнительная, можно так сказать. Скажи вот резюме, что касается сноубордистов. Что это, в чем это может нам помочь? А потом скажу я, как я это вижу. Для сноубордистов это поможет тренировать баланс, естественно, поможет тренировать голеностопный сустав, смещение центра тяжести между передней и задней ногой. И кроме этого, вот, по крайней мере, роллы и вот эти мячи нам позволят развить скорость движения, скорость координации своего тела в пространстве. Ребятушки, вот смотрите, я относился к балансборду максимально скептически. Меня спрашивали, помогает это сноуборд? Я говорю, ребята, вообще, эта история вообще ни хрена не помогает. Мне пришла в голову такая мысль,
она просто восхитительная. Чем это все-таки помогает и кому? Если вы новичок, а я таких до хрена видел на сноуборде, которые встают на доску и они просто не могут сделать движение, они настолько скованы, просто, то есть тело абсолютно не работает, и они тратят очень много энергии. Вы так будете уставать на первых тренировках, потому что, оно у вас зажато, тело. История с балансбордом, именно в контексте, когда мы просто встали, расслабились, начали ловить баланс, начали перемещать вес тела на переднюю, на заднюю ногу. Это поможет 100% расслабиться, почувствовать тело, почувствовать наши бедра, плечики, чтобы все это равномерно у нас перемещалось. Мозг дает команду, и это, соответственно, начинает работать. Когда мы делаем с вами базовые повороты с проскальзыванием, мы вес держим по центру сноуборда и начинаем делать поворот. За счет чего? За то, что мы вес в сторону поворота перемещаем, в сторону переднего канта по диагонали. Хотим, сюда на передний кант уехать. Потом возвращаем на середину. Хотим направо поехать, тоже в сторону заднего канта, в сторону поворота по диагонали. Вес перенесли. Вернулись. Здесь на балансборде у нас довольно такая линейная работа, то есть вперед-назад, вперед-назад. Это просто вам поможет разработать также ваши мышцы. Даете команду, все, тело уже равномерно работает. Чтобы не было вот этого, понимаете, да? Бедра вот сюда ушли. Чтобы не было вот этого, отклячивания жопы. Да, то есть когда мы ставим валик по диагонали доски, это прям сложное упражнение, когда встаем ногами и начинаем здесь работать голеностопами. Это нам поможет в карвинге определенно. Работа голеностопов, вы их разработаете, потому что такая частая ошибка, встречающаяся у ребят, которые начинают карвить, голеностопами не помогают себе. Конечно же, там еще и другие важные моменты есть, которые нужно делать, но работу голеностопов мы можем на балансборде тоже отработать. Что касается фристайла и джибинга, тоже момент. Как будто представим, да, что это под нами труба какая-то, да, мы скользим. Это, к сожалению, мало относится к реальности. Почему? Потому что труба у нас, по факту, стоит на месте, когда мы едем на сноуборде. А здесь ролик, он катится под нами, то есть в одну, в другую сторону. То есть, по сути, баланс-то мы ловим, но мы ловим не только за счет того, что мы вес переносим, но еще у нас валик нам помогает, в одну сторону начинает передвигаться и в другую. На джибовых фигурах, конечно, там физика другая, то есть это такое опосредовательное будет какое-то влияние отдавать, но все равно какие-то координационные навыки у вас это будет развивать. И я могу сказать, 5-й пункт, самый основной, но для меня, как для человека, который любит конкретику, то есть это упражнение помогает для этого, это для этого, это для этого. 5-й пункт для меня остается загадкой. Именно из-за 5-го пункта я скептически отношусь к балансборду. Балансборд у нас развивает баланс, координацию, развивает качество мышечные, что-то там, понимаете, да? Мы это все проговариваем, и непонятно, я буду на балансборде это развивать, или я пойду, например, в батутный зал, и там начну хреначить акробатику. То есть где лучше это разовьется? Это история для серфинга, для вейксерфа, для серфинга, для лонгбордистов. Это просто мега вещь. Что касается сноуборда, моя оценка, я думаю, что где-то 3,5. 3,5 из 10 я бы поставил этому тренажеру, хотя до того, как я пришел сегодня, я бы поставил оценку 2 из 10. Но финалочка, эта штука настолько недорогая, она настолько компактная, что ее можно дома использовать. Можно, то есть вообще в офисе поставить. Ребятушки, мы сегодня провели тест-драйв балансборда. Очень многие из вас спрашивали, просили рассказать про это. И сегодня мы это рассказали. И что я могу посоветовать? Не сидите дома, жопу не просиживайте на диване. Займитесь хоть чем-нибудь, хоть балансбордом, хоть просто погуляйте. Сделайте что-нибудь, чтобы быть готовыми к сезону. Я вас прошу, ребята, не сидите дома, и так духота вообще невероятная. Приходите на тренировки, занимайтесь. И еще, чем мы обязательно заканчиваем наш каждый выпуск?
Не ставьте лайки, не делайте репосты, не нажимайте на колокольчик, но если очень хочется, можете это сделать в виде исключения. Хороших тренировок Да, всем пока. сезона.